Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике мы поговорим о механике одного из самых имбалансных умений Lineage 2 – механике Cancel. Сегодня мы посмотрим, как менялся Cancel в разных обновлениях, увидим, от чего зависит шанс его прохождения, узнаем, как баг с бафом Might полностью защищал от Cancel и раскроем все тайны бага с заточкой умений, повышающие резист к отмене эффектов. Выражаю благодарность мастеру Томе и проекту Ilmor Lab, благодаря которому можно увидеть ту самую L2 2003-2005 годов. Одним из столпов тотальной доминации магических классов в PvP долгое время было умение Cancel, в течение нескольких лет являющееся одним из самых несбалансированных скиллов, позволяющих в одно мгновение оставить соперника без усиливающих заклинаний. Не все знают, но разработчики несколько раз меняли механику этого умения в разных обновлениях, о чем сегодня мы и поговорим. Все умения в Lineage 2 делятся на умения игроков и NPC. Даже при одинаковых анимациях их механики имеют свои отличия и свои ID. Однако в прелюде и в C1 Cancel мобов и игроков имел полностью одинаковый эффект и отменял абсолютно все эффекты с цели, как бафы, так и дебафы. В этом и была задумка данного умения. Вы снимали с соперника не только шилд или акуман, но и яд, слип или кровотечение. Очевиднее всего, в L2 эта механика переехала из Lineage 1, где также существовал скилл, снимающий с цели как положительные, так и отрицательные эффекты. Никаких проверок или условий в C1 не было, и все эффекты снимались со 100% шансом. То есть Cancel даже начального уровня позволял снимать все бафы даже с самых хай-левельных персонажей. Однако, поскольку Cancel появлялся на 48-м, а прокачаться выше 60-го было тогда нереально, то это не было заметно. Наряду с умением Cancel существуют также умения, снимающие дебафы, такие как яд или кровотечение. Причем, если левел умения был подходящим, то дебаф снимался 100%, а если нет, то шанс был равен нулю. В C2 механика Cancel была изменена. Cancel NPC и Cancel игроков разделили на разные эффекты, правда различий было не так много. Он все так же удалял как положительные, так и отрицательные эффекты в любом количестве, однако для баланса была добавлена возможность фейла при снятии каждого отдельного эффекта. Шанс снятия бафа или дебафа зависел только от уровня умения Cancel и уровня отменяемого с цели эффекта. Алгоритм для каждого наложенного на цель эффекта высчитывал шанс его успешной отмены, затем брал число из последовательности псевдорандомных чисел, о которой мы говорили в ролике про рандом, и сравнивал это число с рассчитанным шансом его снятия. Если рандомное число не попадало в диапазон чисел, соответствующих успешному снятию бафа, то этот баф оставался на цели, а алгоритм повторял вычисления для следующего эффекта. Теперь, чем выше был уровень бафа или дебафа, тем с более низкой вероятностью он снимался при прокидывании Cancel, который теперь уже имело смысл изучать до как можно более высокого уровня. Однако разработчики в C2 все равно не решились сильно нерфить Cancel, и поэтому установили нижнюю границу шанса снятия каждого из эффектов с цели. Эта граница была равна 20%. То есть, каким бы низким не был уровень Cancel по сравнению с уровнем отменяемого с цели эффекта, шанс успешного снятия этого эффекта не может быть ниже 20%. И если рассчитанный алгоритмом шанс получился меньше, то все равно берется 20%. При этом проверок по уровню самой цели и атакующего персонажа не проводилось. Однако для NPC был также и базовый шанс. То есть при одинаковом уровне бафа и Cancel шанс снять эффект был равен 75%. Если левел Cancel выше, то с каждым левелом шанс растет на 2%. То есть если скилл левел Cancel выше Magic левела бафа на 5, то шанс уже 10% к базе, то есть 85%. На третьих хрониках механика Cancel, используемого игроками, усложняется. В расчет теперь берется еще одна компонента – длительность снимаемого эффекта. Чем она меньше, тем меньше вероятность, что этот эффект будет отменен.
Например, свитки на 1 час легче сбить, чем танцы и сонги, висящие по 2 минуты. Бафы от 7 печатей кэнселом не снимаются. На C4 кэнсел игроков стал снимать только положительные эффекты. Скилл NPC не изменился, поскольку они кидали кэнсел в том числе и на себя, чтобы снимать дебафы. В 4-х хрониках также добавляются третьепрофные скиллы, впервые дающие резист к кэнселу. Это Touch of Life, Chant of Spirit и Arcane Protection. Кроме того, появляется заточка умений. Однако резисты работают только на кэнсел, применяемый игроками, и не действуют на скилл NPC. Также в 4-х хрониках появляются скиллы у самонов, такие как Исцеление Королевы и Исцеление Серафима, которые снимали только определенные дебафы. Для них минимальный шанс был установлен в 40%. Также был и максимальный шанс, составляющий 95%. В рамках этого диапазона шанс зависел от конкретных умений, их уровня, вида и уровня дебафа и его длительности. В связи с тем, что новые умения расширили возможности менеджмента резистов и уязвимостей к отмене эффектов, в 4-х хрониках механика кэнсела игроков была значительно изменена. Нижняя граница шанса была поднята с 20 до 25%. То есть теперь он не мог опуститься ниже 25%, даже если кэнсел проучен лишь 1 раз, а снимаемый баф имеет очень высокий Magic Level, или у цели есть резист. Шанс снять баф по-прежнему возрастал по мере того, как Magic Level кэнсела догонял, а затем и превышал уровень снимаемого умения. Зависимость шанса от времени отменяемого с цели бафа также сохранилась с прошлых хроник. Очевидно, посчитав, что эти фиксы вместе с правками предыдущих обновлений были слишком радикальными, разработчики решили, что этого уже много, и в противовес уменьшили базовый откат умения с 300 до 120 секунд. На C5 максимальное число снимаемых кэнселом и скиллом Touch of Death эффектов наконец было ограничено 5. При этом резист к кэнселу добавляют в Зиалот и во все скиллы Ultimate Defense. В дальнейших обновлениях число умений с резистом к кэнселу постепенно увеличивается. С появлением на C4 заточки умений связан один интересный баг, позволяющий значительно повысить резист к кэнселу за счет выбора определенного эффекта заточки. Этот баг работает на очень многих серверах, и те, кто его юзают, считают его просто фичей, знание которой является их опытом и пониманием игры, а не багаюзом. Как работает этот баг? Как известно, при заточке умений повышается их левел. А в случае с усиливающими умениями, как было сказано ранее, чем выше левел бафа, тем больше снижается шанс того, что этот эффект будет снят кэнселом. Что интересно, даже заточка на +1 сразу повышает уровень умения до 76-го, даже если этот баф был очень низкого уровня. В результате устойчивость к кэнселу резко возрастает. Уровни скиллов по задумке разработчиков растут каждые 3 уровня заточки. То есть, заточив умение на 1, вы получите 76-й уровень этого умения. До 77-го он вырастет, когда вы заточите этот скилл на 4, а до 78-го при заточке на 7 и так далее. Но как оказалось, так было для всех вариантов заточки, кроме одного. Посмотрите на вариант заточки на кост, то есть стоимость. Видите разницу? При заточке умения, например, на время, левел этого скилла будет расти каждые 3 уровня заточки, а при заточке на стоимость после каждой заточки. В результате, заточив скилл на стоимость, можно было уже на 10 уровне заточки получить 85 уровень умения. В то время как для всех остальных эффектов заточки, для этого нужно было заточить скилл на 30. При этом, дойдя до 85 уровня на 10 заточке, при успешной заточке на 11 алгоритм переходил к следующему значению уровня, но там в файле уже было написано значение, соответствующее следующему скиллу, заточенному на 1. Поэтому на 11 заточке левел умения снова падал до 76-го, и потом снова рос на 1 уровень с каждой следующей заточкой. А на 21-й заточке снова падал, так как это снова соответствовало следующему скиллу. Как такое стало возможно?
Сгенерировав сначала по 10 уровней заточки, разработчики в какой-то момент решили, что этого все-таки будет мало и увеличили это число до 30. Но поскольку выше 85 уровня умения быть не может, они как раз таки сделали так, чтобы левел умения увеличивался не каждую заточку, а каждые 3. Однако для варианта заточки на кост число значений из-за халатности осталось прежним. Игроки, знакомые с этим багом, точат скиллы только на кост и уже на 10 уровне заточки получают максимальный уровень умения, наиболее устойчивый к кэнселу. В то время как не знающим об этом баге для достижения этого же уровня нужно суметь доточить скилл аж на 30. В результате исчезает вариативность, ведь если игрок знает об этом баге, он не будет использовать другие варианты заточки, кроме как на кост. Я такие вещи правлю, ну, это явный баг. И да, то есть, ну, играть просто честнее, правильно? Я за честную игру, несмотря на то, что почти все фиксы в честной игре, они делают ее труднее, да, вот люди считают, что трудный сервер это там, где 0.1 рейты, например, ну, нет, трудный сервер это там, где вы не можете абьюзить механики, которые не предусмотрены были. С кэнселом связан и еще один интересный момент. Существует одна городская легенда, согласно которой от кэнсела защищает баф Майт. Я попросил мастера Тому разъяснить, правда ли это, и если да, то на чем основан данный баг. Это возникло именно на C4. На C3 этого еще не было. То есть люди, которые говорят, что не играли на офе и помнят, ну, мы все знаем, как можно помнить такой нюанс, который был 15 лет назад, да. К тому же, учитывая то, что на офе на самом на C4 было как минимум 3 разных патча, запускался он и в Корее, и в Северной Америке. Так вот, где-то, ну, то есть он не сразу вошел, да, этот баг. На C3 его точно не было. Начнем с того, что в одном из видео наших с тобой я рассказывал про то, как стакаются эффекты. Они стакаются по abnormal типу. Если совпадают abnormal type, то не стакаются, да? Ну, перекрывается, да, ну, в зависимости по уровню. Итак, смотрим, вот смотри, слева у меня здесь skill might, видишь? У него abnormal тип PA up, ну, то есть physical attack up. Смотрим, PA up, у него значение 0. Вообще, ну, в информатике, да, значение 0 это, как сказать, corner case, то есть, ну, это граничное значение. С граничными значениями всегда куча проблем. Откроем какого-нибудь NPC, который кидает cancel. Вот возьмем, например, Нефилим Бишопа, да? Смотрим. Cancel Magic. Видишь, у него тут в атрибутах написано. Cancel Magic, 6 уровень, бла-бла-бла, все хорошо. Обрати внимание на Check Magic. Что такое Check Magic? Check Magic это те скиллы, которые Бишоп проверяет. Он смотрит, если на тебе висит Silence, либо на тебе висит Sleep, причем уровень 6 это не имеет значения. Если на тебе висит Silence или на тебе висит Sleep, я на тебя не положу Cancel. Но это как бы глупо, правильно? Человек, он заслиплен, либо он и так кастовать не может. Вот, значит, ему cancel не нужен. Смотрим, как это реализовано в его логике. Вот это код C3. То есть этот Bishop, у него есть checkMagic 1, checkMagic обычный, checkMagic 1, и вот тут проверяется. Вот его логика, да? Эй, дай мне abnormal тип. То есть вот эти, помнишь, которые я показывал, PA, там по которым стакаются скиллы. Говорит, дай мне abnormal тип этого скилла, а потом дай мне левел этого abnormal типа. То есть, таким образом, когда я говорил в начале, что несмотря на то, что там silence или sleep левела 6, ему это не важно, потому что он берет по abnormal. И смотрим, если там, ну, короче говоря, это такая проверка корейская, да, она не очень умная, но что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что вот в этих двух функциях он пытался проверить код этого моба, пытался проверить, наложен ли на тебя silence либо sleep. Если он не наложен, то мы делаем Cancel Magic, кастуем ее, да, вот. Все хорошо. В C3 проблемы не было. В C3 бишопы... Собственно, почему на офе не было говнобури, да, вот как у нас, когда люди, допустим, приходят на C4 сервер, они говорят, почему у вас бишопы кидают магию, на офе не кидали? Ребят, они на офе кидали магию, точнее cancel. Когда это сломалось? Это сломалось в C4, причем в ранних стадиях. И когда в C4 NCSoft расширил этот класс и добавил Cancel Magic 2 для новых мобов.
Вот, Cancel Magic 2. И теперь тут здесь тоже проверка на Cancel Magic 2. Видишь, да? В C4. Ладно, если будет интересно, я даже прям скажу, кто его использует. Там можно посмотреть, какие мобы, да, из-за каких оно сломалось это все. Ну и, блин, два моба. Valdius и Seer of Halat в тое, да? То есть смотри, Valdius проверяет еще на Hold, а Halat проверяет на Bleed. Причем тут Bleed Cancel? Ну, они, видимо, решили как-то интеллект, ну, то есть расширить его, неважно. Что делается? Смотри отличия теперь их. По левой стороне у новых мобов и по правой стороне у старых мобов. Здесь 2 чекмейджика, а здесь 3. И вот это есть тот баг. Идем к этому коду нашему. Сейчас я дойду до того, почему же все-таки Майт защищал от этого. Возвращаемся к нашему коду. То есть в C4 для этого гребаного Seer of Halat и Valdius добавили Magic 2, но они не изменили старых мобов, которые кидали Cancel. И как это привело к такому страшному багу, что Майт внезапно стал защитой от Cancel. Смотри, Check Magic 2 значение 0, правильно? Смотрим, как они его используют. Они говорят, дай мне Abnormal Type от скилла Check Magic 2. Check Magic 2 0. Такого скилла нет. Ну, потому что он, допустим, если это было бы у Бишопа, да, он же здесь не установлен, видишь? По умолчанию он будет нулем. Дай мне Abnormal Type от нуля. Он говорит, сори, я ничего не нахожу. Собственно, почему я эту ошибку пофиксил? Я ее пофиксил у себя еще на C1, когда писал, потому что я видел, что сервер плюется эррорами. Он говорит, эй, чувак, такой-то класс просит такой-то скилл, 0, его нет. Ну, то есть, это не могло быть на ПТС, точнее на офе долго, потому что сервер просто кричал, он рыдал, он кровоточил этими красными ошибками, да. И я это пофиксил, даже не знал, что это поможет, ну, против Cancel. Это потом я уже докопался. То есть, он говорит, скилла с нулем нет, но продолжает работать. Что происходит? Abnormal Type от нуля возвращает 0. А что у нас является нулем? Abnormal Type нуля? PA-up, Might. Правильно? Теперь смотри. Теперь он говорит, эй, дай мне level скилла с Abnormal Type PA-up. И смотрит, есть ли у тебя этот скилл или нет. То есть таким образом, вот эта херня из-за двойной ошибки, есть такое понятие взаимокомпенсирующие баги, да, то есть это когда один баг компенсирует другой баг. Если ты фиксишь один из них, то все ломается. То есть вот они вдвоем, они живут, да, там нормально как бы. И, соответственно, из этих двух багов, то, что у Нефилима чекмейджик не был установлен, это раз, а второй баг, то, что Abnormal Type от несуществующего скилла возвращал PA-up вместо минус единички, да, допустим, то мы получали то, что идет проверка на Might. И говорится, если у тебя есть Might, то Cancel не накладывался. Все мобы, которые давали Cancel, они не канцелили. То есть они его не кидали, если у тебя висел Might. Все, кроме вот Халата и Валдиуса. Они двое имели это. У меня это как раз таки началось на C4, когда я обновил вот этот класс до этого файлика. То есть на C3 мобы кидали Cancel, все было нормально, как бы никто особо не возмущался, потому что, ну, народ мало играл на C3, да, он очень, ну, как бы даже фришки C3, их очень мало было. А вот C4 фришек было очень много, и вот у всех есть устойчивое такое чувство, что Might защищает от Cancel. Ну да, он защищал на PTS, то есть на тестовом сервере с багами он защищал. Но есть очень логичное объяснение, что это была ошибка, и, ну, то есть почему он не должен защищать. Вот такая городская легенда, да. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также вы можете помочь каналу через Donation Alert, спонсорство на YouTube и Boosty. А еще буду рад видеть вас в нашем Телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.